Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре 5 сортов башкирских. Значит, здесь Сандин, белая Башкирия, татарская роза, Руслан и башкирская соленая. Башкирская соленая и белая Башкирия — это мне прислала моя подписчица подарок. Катюша, привет тебе огромный! Вот, будем с вами пробовать. Решила сделать сразу все в одном видео. Будем перебивать вкус мокрым горным и умкой. Так, ну давайте начнем с Сандина. Он очень вот такой вот он. Видно вам? Он нежно-голубого цвета. Пыльный. Ну хорошо. Морают ручки. Вот смотрите, какой он красивый. Вот такой вот. Тяжеленький и плотненький. Где вот такие оранжевые вкрапления, он не скрипит, как воздушный рис. Такое ощущение, лопается, как воздушный рис. Вот такой. Мягкий, комфортный. Вот такого кусочка сейчас откусим. Сандин бывает без таких прожилок оранжевых, и он не скрипит, и у него вкус прям сливочного масла. Очень комфортный для зубов, мягкий, сливочный, вкус пыльной земли. Но вот у этого кусочка я с этой стороны откусила, прям такой яркий был вкус сырости, приятной сырости, мокрого подвала. Вкус, ну, здесь слабоземельные нотки, для меня больше мокрая пыль. Ну, это лично как я чувствую. Мокрая пыль, сливочная, иногда с хорошим вкусом сырости. Классный сорт. Но предупреждаю сразу, вот такие оранжевые вкрапления, они хрустят, как воздушный рис или как очень мягкий песочек. Так. И сейчас нам надо срочно зажевать. Перебьем вкус мокрым горным. Так, следующий у нас Башкирия белая. Я не скажу, что она белая, она молочного цвета. Вот такая вот. Плотненькая, тяжеленькая.
Я ни разу не пробовала этот сорт. Очень интересная. Вот такая вот красивая. Давайте пробовать. Она очень комфортная для зубов, мягкая, но залипает. Залипает, конечно, этот сорт посильнее, чем Сандин. У Сандина такое легкое залипание, но это залипает как Астана прям. Залепила, конечно, она мне все. Скрип у этого сорта есть. Он очень и очень мелкий, он не мешает. Такой, знаете, мелкими-мелкими частичками поскрипывает. Сорт мягкий, комфортный для зубов. Откусываешь поначалу сухая, затем в такую очень жирную сметану залипучую. Она не собирается в комок, она вот прилипает ко всем зубам. По вкусу. Для меня это, знаете, люблю сорта с многогранным вкусом. И в этом сорте именно такой вкус. Здесь вам и побелка, и меловые нотки, и вкус мокрого леса, мокрой земли, мокрой травы в лесу. И вкус, как у всех башкирских сортов, у них есть отличительная особенность. У всех сортов есть своя особенная сливочность. Вкус сливочный, побелочный, меловой, мокрого леса. И в некоторых местах она отдает сыростью. Классный сорт, но слегка поскрипывает. Вкус очень яркий. Сейчас мы будем его перебивать. Здесь у меня умка мокрый. Вкус мокрого бетона, мокрой стены бетонной. Полюбился мне лайфхак от Анюты перебивать вкусы мокрым мелом. Так, продолжим. Татарская роза. Моя любимица. Такая она красивая. Цвет капучино с розовинкой. Она плотная. Давайте я сейчас вам покажу. Вот такая она красивущая. Бывают очень темные кусочки, вот такие вот, а бывает светленькие. Ну, мы откусим от каждого, потому что эти два кусочка светлее, это темнее, если вам видно. Приступим.
Она уже поплотнее. Сандина и белой башкирии. Крошится. Итак, татарской розой можно чуть-чуть похрустеть. Она намного плотнее сандины и белой башкирской. Она хрустит при укусе. Она сначала сухая, затем при укусе разлетается на мелкие кусочки. Собирается все это в жирный комок. И залипание у нее как у ириски. Мне такое залипание больше по вкусу, чем у белой башкирии. Когда она комочком собирается и комфортно жуется. По вкусу, как чувствую я. Из 3 кусочков у темного кусочка ярче всех чувствуется мокрый подвал. Такая приятная сырость мокрых стен. Также она имеет эту особенную сливочность, как у всех башкирских сортов. Для меня это мокрый лес. Слегка в ней можно почувствовать ореховые нотки, такого мокрого лесного ореха. Это прям мокрая земля. Здесь нет ни пыли, ни извести. Здесь вот есть вкус влажной травы, влажных корней, сырого подвала и мокрого леса. Офигенный сорт. Татарскую розу я обожаю. И она слегка будет, вот, сливочностью у нее такая же, как у сандина. Яркая. Сейчас быстренько закусим горным. Вот такой у меня кусочек. Ай, сейчас все намочу. Так, следующий у нас Руслан. Так как это солененько, я ее оставлю в последнюю очередь. Руслан. Тоже мой любимчик. Мой любимчик. Он от светло-бежевого, такого молочного, до темно-оранжевого. Такие вот разводы железистые. Плотненький. Но в то же время комфортный для зубов. Давайте погрызем, потом я его опишу вам. Вот у него из всех сортов, которые я пробовала, башкирские, самый ярко выраженный вкус сырости. Свежепобеленной стены. Вообще вот так пахнут, когда в подъездах полы моют.
Обожаю Руслан. Он весь крошится при укусе. Вот эти кусочки маленькие лежали у меня в пакете, и у них прям ярко выраженный вкус сырости. Этот лежал у меня в моей тарелочке. Сейчас мы сравним. Залипает он что-то между татарской розой и белой. О, вот видите, откусила он. О, смотрите, какой красивый. Так, сейчас я вам покажу. Вот такой красавчик. Класс. Угу. Что я могу сказать? У него вкус сырости уже не такой выраженный. Где-то отдаленно. В общем, если хранить Руслан в пакете, вот эту шикарную нотку сырости он не теряет. Если на свежем воздухе, не в пакете, то она становится намного меньше, он становится плотнее по структуре, чем с пакета. Угу. Вот эти оранжевые прожилки, они не скрипят. Абсолютно чистый сорт. В меру плотный, с глухим хрустом. По вкусу, значит, это из пакета преобладает вкус сырости, мокрого подвала, вкус мокрой земли и такой влажной побелочной стены. Значит, если хранить на свежем воздухе. Вкус сырости уже ощущается в конце, очень легкий, преобладает лично для меня вкус сухой скошенной травы, разнотравья, слегка пыльный, слегка земельный. Земля такая полувлажная, не мокрая. И, конечно, как и все башкирские сорта, он сливочный. Даже не сливочный, а в нем больше молочного. Так, быстренько закусим умкой. Так, и осталась у нас соленая Башкирия. Такая нежно-голубого оттеночка, напудренная. Встречаются
железистые вкрапления такими гранулками плотненькими, пыльненькими. Давайте пробовать. Она мягкая. Чистая, нежная. Обалденная. Очень классный сорт. Она комфортная для зубов, мягкая, залипание. Она не собирается в ириску, нет, она размазывается по всему рту. Чистая, не скрипит. Она реально солененькая. Сейчас еще сгрызу такой кусочек и опишу вам ее. Оторваться от нее сложно. Итак, я нашла себе еще одного фаворита. Это Башкирия соленая. Напишите мне, пожалуйста, горная, голубая. Это один и тот же сорт? Или это разные сорта? Значит, гранулки эти очень комфортные. Грызть их можно как семечки. Они мягкие, но имеют нежный глухой хруст. Залипает она, размазывается по всему рту. Залипает, но залипание частично хорошо снимается водой. То есть не полностью, но основная масса уходит с водой, растворяется. Поначалу она сухая, затем постепенно при намокании у нее открывается вкус, и она залипает. Вкус. Она мне напомнила по соли киргизскую пористую. Здесь соль с горчинкой, но с приятной с горчинкой, не отталкивающей. Соль вначале не чувствуется, она чувствуется в самом конце, когда вы ее полностью прожуете. Вкус мокрого чернозема, соленого и сливочного. Вот больше никаких, может быть, в каких-то кусочках. Вкус сырости можно почувствовать, но прям я не могу. Это вот вообще, это такой классный сорт. Любителям соленого попробуйте. Она не скрипит. И знаете, в чем прикол? У этого сорта вот эта вот башкирская сливочность. Разрешите мне ее так называть. Это нотка сливочная. Она вперемешку с солью, вот этой легкой горчинкой, дает обалденный вкус. В общем, Башкирия соленая. Надо мне у Катюши спросить, у какого поставщика она заказывала эти сорта. Я обязательно его закажу побольше. Итак, подведем итоги.
Все сорта я люблю. И белая Башкирия, в ней есть своя пикантность, свой вкус яркий. И голубая, башкирская соленая, татарская роза, Руслан и Сандин. Это все мои любимчики на данный момент. То есть эти два новых сорта, они тоже вошли в список моих фаворитов. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.